Сегодня у нас мастер-класс французского жакета ажурным узором под названием «Рандеву». Размер жакета 48. Планка будет цельно вывязанная вместе с полочками с V-образным вырезом. Так как этот мастер-класс более подойдет для начинающих, поэтому все детали в жакете мы будем вязать отдельно. Также в этом видео вас ждет конкурс с 3 победителями. Если вы хотите связать такой жакет из другой пряжи, либо другим узором, вам в любом случае нужно... Я рада вас всех приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Candy Yarn и я, Яна. Сегодня у нас мастер-класс французского жакета ажурным узором под названием «Рандеву». Вязать мы будем жакет из пряжи Yarnart Jeans. Это хлопок в смесовке. Почему я выбрала эту пряжу? Мне хотелось иметь вещь, которую можно накинуть на плечи прохладным летним вечером, либо в теплое межсезонье носить его. Так как этот мастер-класс более подойдет для начинающих, поэтому все детали в жакете мы будем вязать отдельно. Отдельно спинку, отдельно вперед и рукава. Планка будет цельно вывязанная вместе с полочками с V-образным вырезом. Жакет на 4 пуговицах, и вязать мы его будем узором ажурные ромбы. Мастер-класс этого узора вы можете найти на нашем канале. Также в этом видео вас ждет конкурс с 3 победителями, каждая из которых в подарок получит блокнот вязальщицы нашего производства. В этом блокноте очень много полезной и интересной информации, а также в нем вы можете записывать свои будущие вязальные проекты. Что нужно сделать? Вы должны быть подписаны на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать колокольчик. Также время от времени в этом видео будут появляться вот такие эйфелевы башни. Вам нужно посчитать количество этих башен в этом видео. И ответ напишите в комментариях. Авторы первых 3 правильных комментариев получат наш приз. Итоги розыгрыша мы подведем под этим видео с именами 3 победителей. Итак, возвращаемся к нашему мастер-классу. Размер жакета 48. Нам понадобится 8 моточков пряжи Yarnart Jeans. Спицы круговые 2,5. Почему я выбрала спицы 2,5? Это ажурный узор, поэтому я вяжу инструментом на полразмера меньше. Обратите внимание, что я использую один размер для манжетов и для самого узора. Также понадобится крючок, кусачки, пуговицы, сантиметровая лента, маркера и игла для сшивания. Для работы у нас все есть, и приятного всем просмотра. Для начала вязания нам нужно связать образец из пряжи, который будет у нас жакет, и сделать расчеты, то есть узнать плотность в 1 сантиметре, чтобы были правильные расчеты. Итак, образец у нас есть. Здесь у меня связано 2 раппорта. Образец поутюженный обязательно. И теперь мы просто делаем расчет. Здесь у меня 45 петель. Мы прикладываем сантиметр и смотрим, что на 45 петель это 2 раппорта по 22 плюс 1 петля симметрии. 2 раппорта это 44 и 1 петля симметрии. Что мы делаем? Мы путем пропорции высчитываем, что 45 петель у нас 22 сантиметра. 45 петель это у нас идет 22 сантиметра. Путем пропорции мы вычисляем, сколько у нас в 10 сантиметрах петель. Если мы 450 делим на 22, у нас получается 20 целых и там 40 с чем-то. Мы округляем и получаем, что в 10 сантиметрах у нас 20,5. Берем в 1 сантиметре, получается 2,05. Это в 1 сантиметре. Так как у нас жакет будет связан отдельно спинка, отдельно рукава и отдельно полочки, поэтому мы начинаем вязание со спинки. Для вязания спинки нам нужна будет мерка полуобхвата груди. То есть мы меряем полный обхват и делим его пополам. В нашем случае полуобхват груди равняется 49 сантиметров. Мы даем прибавочку для такого жакета. Я ее дам где-то 4 сантиметра, будет достаточно, так как джинс пряжа в процессе носки немножко может растянуться в ширину,
и чтобы не было сильно широким, поэтому мы дадим 4 сантиметра. Итак, полуобхват груди у нас 49 сантиметров. Даем прибавочку 4 сантиметра. У нас получается 53 сантиметра. Эти 53 сантиметра мы умножаем на нашу плотность по горизонтали. То есть 53 умножаем на 2,5. И у нас получается 108,65. Раппорт узора у нас 22 петли. Итак, смотрим. До наших количества петель, которые мы посчитали в 53 сантиметрах, у нас помещается 5 раппортов. То есть, если мы 22 умножим на 5, получится 110 петель. В принципе, это как раз очень приближенное к нашим петлям. К этим петлям мы добавим одну петлю для симметрии и добавим 2 кромочные. Итого в итоге у нас получается 113 петель. Значит, для начала изделия нам нужно набрать 113 петель. Начинаем набор петель. Для джинса я взяла спицы номер 2,5, так как это будет ажурное изделие, а для ажура я всегда беру на 0,5 тоньше спицы, чем если бы я вязала, допустим, кулирной гладью, то есть чулочной вязкой. Так как ажур, он немножко будет редковатый, поэтому я немножко взяла спицы на полразмера меньше. Я взяла 2,5. Итак, набираем 113 петель. Если от набора петель у вас остался длинный край, это ничего страшного. Им мы потом начнем сшивать изделие. И тогда край в начале сшивания будет более аккуратней, чем делать узелки и заправлять нити. Лишнюю ниточку можно, допустим, намотать на руку и просто завязать на один раз. Сильно не затягивайте, и он вам не будет мешать. Для пряжи джинс я выбрала вариант уплотненной резинки. Сейчас я вам покажу, как ее вязать. На нашем канале уже есть такой мастер-класс, можете посмотреть отдельно. Ну, а мы сейчас начнем. Снимаем одну петлю кромочную. Следующую петлю мы провязываем лицевой. Изнаночную петлю снимаем, не провязывая нить впереди работы. Далее опять лицевая. Следующую петлю изнаночную снимаем, нить впереди работы. Снимаем, не провязывая. И так мы вяжем целый ряд. Одна лицевая, петлю снимаем, не провязывая, нить перед работой. Такая резинка не даст этой пряже сильно растягиваться, потому что мы знаем, что джинс пряжа резинку держит очень плохо. А этот способ резинки будет хорошо держать ее. Второй ряд резинки — это лицевая сторона. Кромочную снимаем, изнаночную провязываем изнаночной, лицевую провязываем лицевой. Но смотрим так, чтобы лицевая не была перекрученная. Берем ее за ближнюю дольку. Третий ряд резинки мы вяжем как первый ряд, то есть кромочную снимаем, лицевую провязываем лицевой, изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевую сторону вяжем, изнаночную изнаночной, лицевую лицевой, как обычную резинку. Итак, вот эти два ряда. С изнаночной стороны мы изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем лицевой, а с лицевой стороны провязываем изнаночные петли изнаночными, а лицевые лицевым. И таким образом мы вяжем 5 сантиметров резинки. 5 сантиметров резинки уже связано. Как видите, получается более упругая. И закончить работу нужно на изнаночной стороне. Сейчас на изнаночной стороне мы один ряд пройдем
изнаночными петлями, то есть сделаем подготовительный ряд для нашего узора. Теперь приступаем к узору. Мы знаем, что у нас здесь 5 раппортов. Вяжем 1 раппорт. Вяжем 1 лицевая, накид, 6 лицевых, 3 петли вместе с наклоном вправо, поворачиваем петельки, чтобы смотрели в одну сторону, и провязываем 3 петли вместе, лицевая, далее накид, лицевая, накид, лицевая, 3 петли вместе с наклоном влево, просто провязываем 3 петли вместе. Мастер-класс на этот узор вы можете найти ссылочку вверху. Далее вяжем 6 лицевых, накид. Мы связали 1 раппорт. Если вы начинающий и еще не сильно определяете, чтобы не потеряться, можно в конце этого раппорта надеть маркер. Далее вяжем 2 раппорт, повторяем то же самое. Вяжем 1 лицевую, накид, 6 лицевых, 3 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Далее 3 петли вместе с наклоном влево, 6 лицевых, накид. Итак, мы провязали 2 раппорт. Отметим его маркером. 6 лицевых, накид. Это мы закончили раппорт, и 1 петля симметрии у нас остается, мы ее провязываем лицевой, кромочная. Наша спинка поделена на раппорты. 1, 2, 3, 4, 5 раппортов. Маркерами мы выделили их, чтобы вам было удобно. Схема у вас будет перед глазами. Длина спинки у нас где-то будет сантиметров 56-57. Вот мы где-то свяжем, давайте, 55 сантиметров. А потом сделаем примерочку и посмотрим сантиметром по нашим меркам, сколько нам еще довязывать. Или мы остановимся на этом и будем делать росток с плечами. Итак, мы вяжем нашу спинку 55 сантиметров от начала работы. Напоминаю, что изнаночные ряды в этом узоре всегда изнаночные петли, а рисунок мы вяжем по схеме. Все расчеты, которые мы уже с вами сделали, я перенесла в наш новый блокнот. Блокнот наш фирменный, который у нас уже есть на сайте, и вы можете себе приобрести. Очень удобный. Здесь можно записать, какое изделие вы вяжете, с какой пряжи, каким инструментом вы будете вязать, мерочки, определение плотности, нарисовать выкройку и сделать расчеты. И все очень удобно. Итак, здесь все листочки сделаны таким образом, что на каждое изделие выделяется по страничке. Также в этом блокноте есть много таблиц по расходу пряжи, по расчетам, какой инструмент подобрать к какой толщине пряжи. И, конечно же, это красивое оформление блокнота. Мы закончили вязать спинку на 55 сантиметров. Это вместе с резинкой. Наше изделие от 7 шейного позвонка вниз 55 сантиметров. 5 сантиметров у нас идет резинка и 50 сантиметров основного рисунка. И мы как раз дошли до момента, где нужно вывязать и рассчитать росток и плечи. Это мы будем делать одновременно. Делать скос на плече и вывязывать росток.
Как это делается? Для этого нам нужна мерка обхват шеи. У нас она 39 сантиметров. Это для размера 46-48. Обычно вот этот вот половина ростка от 7 шейного до плеча где-то составляет 8-9 сантиметров. Так как у нас идет французский жакет, он идет не сильно прилегающий к шее, то мы дадим прибавочку пару сантиметров. Возьмем, допустим, 8 сантиметров, это прилегающий к шее. Плюс прибавочка 2 сантиметра, это 10 сантиметров. И по переду у нас будет цельновязанная планочка, которая будет переходить на спинку. Она у нас будет 3 сантиметра. То есть мы к 10 прибавляем еще 3. Это получается 13 сантиметров. Значит, 13 сантиметров вот этот наш росток будет. По нашей плотности мы вычисляем, сколько 13 сантиметров. Это приблизительно 26 петель. То есть на росток мы отводим 26 петель. Так как мы набирали 113 петель в общем, это нечетное число, мы одну петелечку оставляем. 112 делим пополам, это 56 петель. 56 петель минус 26, это получается 30 петель. Значит, на плечо мы отводим 30 петель. Итак, мы выяснили, что на половину ростка у нас идет 26 петель и на плечо 30 петель. Теперь высота ростка. Это вот эта вот часть, которая идет. Обычно она делается 2-2,5 сантиметра. Если возьмем 2 сантиметра по нашей плотности, плотность у нас 3,2 ряда на 1 сантиметр, то это получается где-то 8 рядов. Это значит, что у нас будет 4 лицевых и 4 изнаночных ряда. То есть за 4 приема нам нужно закрыть 26 петель ростка и 30 петель плеча. Спинку мы вязали 50 сантиметров. Высота, чтобы не мерять сантиметром, можно посчитать по своей плотности и определить, сколько рядов вам вязать. 50 сантиметров мы умножаем на нашу плотность в высоту 3,2, у нас получается 160 рядов. Мы теперь можем высчитать по нашему раппорту. В раппорте у нас 24 петли. Значит, здесь получается в 160 рядов помещается 6,5 раппорта и плюс 4 ряда продолжения. Сейчас мы выяснили, что у нас есть росток 26 петель. И мы их закрываем за 4 приема. Делим 4 приема. Плечи у нас тоже идут в 4 приема. Распределяем 26 петель на 4 приема. 1, 2, 4, это 7 и 19 петель мы будем закрывать первых. Плечи у нас 30 петель. Что мы делаем с ними? Если оно у нас делится неровно, мы сделаем закрытие чередованием 7 и 8 петель. У нас получается 30. Итак, у нас уже все расчеты сделаны. Можно приступать к работе. По нашему узору находим центр изделия. На центральную петлю наденем маркер, чтобы ее не пропустить. Итак, начинаем с закрытия петель плеча. Закрываем первые 7 петель. И дальше продолжаем вязать лицевыми петлями. Так как у нас росток невысокий, высота ростка, поэтому, я думаю, сильно заметно не будет то, что у нас не будет здесь рисунка. Поэтому мы делаем все лицевыми петлями.
провязываем до нашего маркера. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и закрываем 19 петель ростка. Девятнадцать петель закрыли, провязываем изнаночными петлями до конца ряда, не довязывая одной петли. Теперь мы поворачиваем работу. Одна петля у нас остается. Мы с левой спицы перекидываем на правую и перекидываем непровязанную петлю через эту. 1. Теперь закрываем. Нам надо 8 закрыть, одна закрыта. Теперь закрываем еще 7 петель. То есть это уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 и вместе с перекинутой это будет 8. Далее провязываем лицевыми петлями до конца ряда, не довязывая одной петли. Теперь поворачиваем работу, перекидываем петлю. Это 1. Нам надо 4 сделать, значит мы еще закрываем 3 петли. 2, 3, 4. Далее вяжем изнаночными петлями до конца ряда, не довязывая одной петли. Довязали. Опять переворачиваем работу. Теперь нам нужно закрыть 7 петель. Делаем переброс петель. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем лицевыми петлями до конца ряда и одну петельку не довязываем. Переворачиваем работу. Теперь нам нужно закрыть 2 петли. Мы делаем перебрасывание. 1, 2. Изнаночными петлями провязываем до конца ряда. Одна петелька остается. Опять поворачиваем работу. И теперь делаем перекидывание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя у нас идет 8. То есть мы кромочные соединяем. Здесь у нас получилось, что мы закрыли 8 петель. И одну петлю, которую нам нужно закрыть в последнюю, мы закрываем это все в один прием. 1 петля ростка и 8 петель с плечей. Ниточку нам можно уже обрезать и вытянуть петлю. И у нас получился вот такой вот плечевой скос и половина ростка. Теперь мы будем вязать вторую половину. И все это мы будем делать точно так же, как мы делали первую половину. Далее мы берем конец нити и закрываем 19 петель ростка. Далее вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Левое плечо мы начнем закрывать с изнаночной стороны. На изнаночной стороне закрываем 7 петель.
7. Далее вяжем изнаночные петли. В конце ряда одну петлю оставляем не провязанной. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Закрываем 4 петли ростка. Делаем перетягивание. Это 1 петля. Далее 2, 3, 4. Вяжем лицевыми петлями полотно. 1 петлю в конце не довязываем. Не довязали. Переворачиваем. Делаем протяжку. Одну петлю закрыли. Здесь у нас идет 8 петель. Одну мы закрыли. Еще закроем 7 петель. 2. Далее вяжем изнаночными петлями до конца ряда, 1 петлю не довязываем. Кстати, такое закрытие плечей у нас есть мастер-класс, вы можете его посмотреть. Не довязали, теперь переворачиваем. Теперь мы закрываем 2 петли. Первая у нас идет протяжка и еще одну. Вяжем лицевыми петлями до конца ряда. 1 петлю мы не довязали, переворачиваем работу. Теперь у нас закрывается 7 петель. Первая петля, это мы делаем протяжку. И далее закрываем петли. 2, 3, 5, 6, 7. Далее вяжем изнаночными петлями. 1 петля остается. Делаем последнюю петлю протяжка в ростке. Вяжем лицевые петлями. 1 остается. Переворачиваем. Делаем протяжку. И закрываем все петли плеча. Все, мы закончили. Обрезаем ниточку. Теперь нам нужно убрать эту ниточку, спрятать. И одновременно ею мы соединим наш центр, чтобы он красиво смотрелся. За первую закрытую петлю, которую мы делали в начале, мы вставляем иголочку и делаем имитацию петли. Вот мы соединили наш центр, и у нас получилось красиво все. Теперь ниточку закрепляем и прячем. Теперь нужно спинку отутюжить, чтобы точнее высчитать вперед, потому что там будет мыс, там будут петли, и если придется распускать, то это будет очень обидно. Для того, чтобы ее поутюжить хорошо, для этого можно сметать боковые срезы. Сложили и по краюшку прометали ниточкой обычной, либо тоненькой, либо полиэстеровской, либо ХБ по краюшку. И отпарили всю спинку по нашим размерам. Когда утюжите сложенное вдвое, ни в коем случае нельзя утюжить сгиб и резинку. Когда отутюжили все, у вас высохло полотно, потом вы
разворачиваете его на изнаночную сторону и потом только средний шов, вернее средний сгиб, вот этот, который был, потом только его приутюжили. Итак, у нас готовая поутюженная спинка 55 сантиметров длиной. Теперь нам нужно сделать расчеты для полочки. Полочка идет в половинном размере от спинки, то есть в ней будет 2,5 раппорта, так как у нас спинка 5 раппортов, мы делим пополам 2,5 раппорта. Нам нужно определить, где у нас будет начинаться вязание V-образной горловинки, то есть мыс. Я обычно всегда, когда начинаю делать полочку, то по полочке по переду я всегда точка, где у нас идет основание шеи, начинается плечо, я всегда вот эту точку немножко поднимаю, где-то сантиметра на 2-3. Для чего я это делаю? Более плавнее выходит линия соединения полочки и спинки, и больше скос на полочке, это немножко дает свободу для груди и лучше выкладывается изделие. Я прикладываю сантиметры к спинке, высоту я поднимаю на 2 сантиметра и отмечаю 20 сантиметров по прямой. Здесь у нас будет начинаться мыс. Теперь меряем от нашего начала мыса до резинки. Резинку я знаю, что у нас 5 сантиметров. И здесь у нас получается 34,5 сантиметра. Если 34,5 сантиметра мы умножаем на нашу плотность, по высоте у нас плотность составляет 3,2 ряда на 1 сантиметр, то получается где-то 110 с лишним рядов. Итак, мы выяснили, что от начала узора после резинки до начала мыса у нас идет 110 рядов. Теперь у нас на спинке было 5 раппортов. 5 раппортов разделить напополам, это получается 2,5 раппорта. 2 раппорта мы вяжем, так как это у нас идет левая сторона. Сначала мы вяжем 2 раппорта и пол раппорта добавляем. И добавляем 1 лицевую петлю. Получается у нас уже 44 и 12 петель. Далее, так как мы вяжем левую полочку сразу, то мы будем вязать сразу планку. На планку я взяла 10 петель. То есть к нашим вот этим вот 56 петель мы добавляем еще 10 петель на планку и плюс 2 кромочные петли. Итого нам нужно набрать для левой полочки 68 петель. Так как наш мастер-класс больше предназначен для начинающих, поэтому мы свяжем левую полочку до мыса вместе с планочкой, а потом свяжем до мыса правую полочку, но по левой полочке, по готовой полочке мы рассчитаем, как сделать петли для пуговиц. Начинаем вязать левую полочку. Набираем 68 петель и вяжем 5 сантиметров резинки. Количество рядов должно быть одинаковым, как на резинке спинки, так и у резинки полочки. Мы начинаем вязать с изнаночной стороны, так как это левая полочка, левая часть переда, то мы начинаем вязать с планки. На лицевой стороне первая петля после кромочной должна идти лицевая, поэтому сейчас мы будем вязать изнаночную. Так как мы вяжем это уплотненной резинкой, то в изнаночных рядах изнаночные петли снимаются, нить перед работой. Кромочная снимается, первая петля. Нить снимается, нить перед работой, лицевая. Так мы вяжем до конца ряда. В лицевых рядах вяжем лицевая и изнаночная по рисунку. Итак, мы вяжем 5 сантиметров резинки. Итак, 5 сантиметров резинки мы провязали, так как у нас планка цельновязанная. На 10 петлях мы будем продолжать вязать резинку уплотненными рядами.
Если вот так себе приложить, то получается 10 петель с изнаночной стороны мы провязываем планку на 10 петлях, и остальные петли мы провязываем изнаночными. Десять петель планочки. Если вам будет легче, можно повесить маркер. И следующие петли мы провязываем изнаночными целый ряд, то есть до конца ряда изнаночные петли. И теперь с лицевой стороны мы начинаем вязать уже раппорты узора. То есть, как напоминаю, что мы здесь вяжем 2,5 раппорта. Вяжем 2 полных раппорта и полураппорта, которые идут в начале. То есть 2,5 раппорта. И так мы вяжем 110 рядов. Лицевая, накид, 6 лицевых, 3 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и 3 вместе с наклоном влево. 6 лицевых, накид. Это один раппорт мы провязали. Далее повторяем. Лицевая, накид, 6 лицевых, 3 петли вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе с наклоном влево, 6 лицевых, накид. Это 2 раппорта. И сейчас мы провяжем еще пол раппорта, который начиная вот с самого начала. То есть идет лицевая, накид, 6 лицевых. Далее 3 лицевых с наклоном вправо. Лицевая, накид и петля для симметрии. Итак, мы провязали первый ряд узора, и у нас осталось 10 петель планки. В лицевом ряду планочку мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. С изнаночной стороны планочку мы продолжаем вязать как уплотненную резинку, то есть изнаночную снимаем нить перед работой, лицевая, провязываем так 10 петель, и получается, что дальше мы провязываем узор изнаночный ряд изнаночными петлями. Далее продолжаем вязать узор. И так мы в высоту вяжем 110 рядов. Напоминаю, что в лицевом ряду мы вяжем 2,5 раппорта. В начале ряда идет 2 полных раппорта и половинка раппорта, который мы провязываем в начале. Так, полочка связана до мыса. Каждый раппорт я выделяла маркером, чтобы удобнее было считать. Теперь рассчитываем петли для пуговиц. На одну пуговицу, такая вот у нас пуговица будет, уходит 4 ряда, то есть 2 петли. Так как в изнаночных рядах петли лицевые снимались, поэтому здесь 2 петли, либо 4 ряда. Обычно первая пуговица делается по середине резинки. Мы отметим маркером 2 петли, которые у нас пойдут на петлю. И отметим последние 2 петли. Это будет наша последняя петля для пуговицы.
И теперь посчитаем количество вытянутых петель лицевых, которые идут между последними и первой петлей. Между маркерами у меня 59 лицевых петель по резинке. И будет еще 2 пуговицы. То есть 59 мы отнимаем 2 лицевых и 2 лицевых. Минус 4. Это получается 55. Эти 55 мы делим на 3, так как у нас будет 3 расстояния. 55 ровно на 3 не делится. Нам нужно 54. Здесь уже можете смотреть. Либо поднять на одну петлю снизу, либо опуститься с первой петли на соседнюю. Сделать не в последнюю, а в предпоследнюю и ниже. То есть вторую и третью от конца. И тогда у нас получится 54, разделим на 3, у нас получается 18 лицевых петель между пуговицами будет. Я, наверное, подниму снизу на одну петлю. И теперь у нас получается 18 петель. Мне нужно здесь отсчитать. 18. 19 и 20 надеваю маркеры, отмечаю. И теперь здесь делим. 18. Итак, здесь у нас должно быть 18 петель. Получилось все точно. Теперь мы начинаем вязать правую часть полочки. Набираем такое же количество петель, 68 петель с изнаночной стороны. Если мы левую полочку начинали с петель планки, то в правой полочке мы начинаем с боковой части и заканчиваем петли планки. Так как у нас идет лицевая петля по краю планки, значит с изнаночной стороны здесь идет изнаночная, которую мы снимаем, не провязывая. Если четное количество петель, как у нас 68, то начинаем мы вязать с лицевой петли. Это с изнаночной стороны. Первый ряд резинки с изнаночной стороны начинаем с лицевой и заканчиваем 10 петель планки, заканчиваем изнаночной. Приступаем к вязанию петли. Петля у нас будет на 4 ряда. Итак, провязываем 5 петель. Провязали 5 петель. Переворачиваем работу. Одну петлю первую снимаем, провязываем резиночку. Это второй ряд. Перевернули. Вяжем третий ряд. Провязываем все, работаем с 5 петлями. Третий ряд. Перевернули. Четвертый ряд. Первую петлю снимаем. Далее вяжем резинку уплотненную. Четвертый. Переворачиваем и вяжем 5-й ряд. Провязали лицевой. Итак, вот наша петля. Теперь мы провязали 5 рядов. Здесь у нас получилось 3 лицевых ряда и 2 изнаночных. Сколько лицевых рядов вы провязали, такое количество накидов, либо витков на спицу мы делаем от себя. Значит, у нас здесь 3 лицевых ряда, 3 витка. 1, 2, 3. Сделали. И далее продолжаем вязать само полотно до конца ряда. Довязали до конца, переворачиваем и вяжем резинку до петли. Так, мы дошли до петли. Последнюю петлю перед витками мы провязываем
лицевой вместе с первым витком. Два витка остается, мы переворачиваем работу, снимаем первую петлю и дальше продолжаем вязать петли резинки. Далее вяжем изнаночный ряд до петли. Доходим до последней петли, ее и следующий виток провязываем лицевой. На спице остается один виток. Переворачиваем работу. Первую петлю снимаем и вяжем резинку туда-сюда основного полотна. Сначала лицевой ряд провязываем до конца и изнаночный ряд провязываем до петли. Так, довязали. Лицевую петлю и последний виток провязываем вместе лицевой. И далее провязываем петли резинки до конца ряда. Вот у нас получилась петля. Как видите, на нее ушло 2 лицевые, либо 4 ряда. Далее мы продолжаем вязать резинку. Столько же рядов, сколько у нас связано в левой полочке. Но при этом мы считаем ряды до следующей петли. Если у нас идет между петлями 18 лицевых, так как они снимались, то это значит между петлями расстояние 36 рядов. Итак, правую полочку узор мы вяжем в зеркальном отображении от левой полочки. Я вам сделала схему. Начинаем мы вязать 12 петель последних петель раппорта. Мы их перенесли сюда. Я выделила их отдельно. И потом полраппорта и 2 раппорта целых. И продолжаем вязать до нашего мыса. Не забываем петли для пуговиц делать, считать ряды. Ну и, конечно же, следить за раппортом и за узором. Итак, мы довязали до мыса полочку левую и правую, и я их поместила на одну спицу планочками вовнутрь. И теперь мы будем вязать мыс, формировать, чтобы было все одинаково. Сразу с 2 клубков будем вязать обе половинки переда. Когда вы сделали петелечки, нужно обязательно просмотреть, чтобы у вас совпал рисунок, на каком ряду узора вы остановились на правой полочке, такой же должен быть и на левой полочке. Они должны быть одинаково закончены, потому что мы будем продолжать вязать, и чтобы не было никаких казусов. Теперь нам нужно отделить петли плеча и петли мыса. У нас на одной половинке 68 петель. Из них 12 петель это будут петли планки. Почему 12? 10 петель сама планка плюс 2 кромочные. У нас остается 56 петель. 56 петель, и на плечи, как мы вязали спинку, у нас было 30 петель. Значит, мы отделяем 30 петель на плечи и разделяем маркером эти 30 петель. Остальные петли у нас остается 26 петель. Мы будем из них делать мыс. Итак, если не учитывать планку, то у нас в работе 56 петель. Минус 30. Получается, что на мыс у нас идет 26 петель, нужно убавить. Мы связали 110 рядов. И если вы помните, мы вязали по спинке, до плеча было 160 рядов.
Значит, нам не хватает 50 рядов до линии плеча. Получается, что 50 рядов это будет наш мыс, и нам нужно убавить 26 петель. Здесь можно взять 50 рядов, разделить на 26. Это где-то будет в каждом втором ряду, и будет одно убавление, когда мы уже начнем формировать плечо. Значит, у нас убавка мыса будет в каждом втором ряду. Ну, будем их делать в каждом лицевом ряду, чтобы смотреть, чтобы красиво у нас получилось. Плечи в спинке мы делали за 4 раза убавление, закрывали плечи. Так как скос плеча в полочке будет немножко больше скос, чем в спинке, поэтому здесь можно убавочки сделать за 7 раз. То есть взять по 4 петли и в конце уже сделать 6 петель убавок. Когда мы доходим до плеча, то мы делаем убавочки по 4 петли. И мыс в каждом втором ряду, то есть мы будем делать в каждом лицевом ряду, делать убавку. Сейчас я маркером отделю петли мыса от петель спинки. И теперь, когда вы дойдете уже убавочки до маркера, потом просто закрываем плечи и вяжем дальше по прямой. Таким образом у нас будет не сильный скос мыса, а чуть-чуть с полукругом. Вязание у нас будет от 2 клубков, то есть мы будем сначала вязать левую полочку, а потом правую. Итак, мы дошли до нашей первой убавки в мысе. Мы будем убавлять по 2 петли. В левой полочке мы будем убавлять 2 петли с наклоном вправо. В правой будем делать убавление с наклоном влево. Итак, здесь мы делаем с наклоном вправо. Дальше продолжаем вязать планку. И на правой полочке, где петельки, делаем убавление с наклоном влево. 2 петли вместе провязываем. Таким образом, убавления у нас будут между основным полотном и планкой. Изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петлями. И вот наша убавка, мы ее тоже провязываем изнаночной петлей, а планочку вяжем лицевая, а изнаночную снимаем, не провязывая нить перед работой. Следующий лицевой ряд мы опять делаем убавление. Вот мы дошли до этой петли и делаем 2 петли вместе с наклоном вправо, и дальше обвяжем петли планки. Правая полочка, делаем точно так же. Так мы продолжаем вязать до наших плечей, чтобы у нас было в общей сложности 160 рядов. Итак, довязав до плечевого скоса, начинаем закрывать петли плеча. Как мы уже выяснили, закрываем по 4 петли. Левую полочку мы закрываем петли с лицевой стороны, а правую полочку с изнаночной. Правое плечо закрываем с изнаночной стороны. 4 петли. Далее провязываем все петли на спице левой и правой полочки. Плечевой скос закрывается таким же образом, как и плечевой скос по спинке.
Убавление мы делаем до тех пор, пока у нас на спицах не останется по 12 петель на каждой половинке переда. То есть это петли планки 10 петель плюс 2 кромочные. Мы закрыли плечи переда. И осталось у нас 12 петель, 10 петель планочки плюс 2 кромочные. Для того, чтобы вязать дальше, узнать, сколько нам нужно связать планки, чтобы перейти на спинку, нам нужно соединить плечи. Плечи мы будем соединять стыковочный шов, либо его еще называют петля в петлю. Так, для этого я взяла ниточку, сделала маленький узелок, чтобы закрепить ее. И для этого просто возьму, протяну и между ниточками сделаю вот так вот, иголку протяну. И будет закрепление. Дальше в первую петлю, вот она идет в центр петли, протягиваю иглу. Следующая петля у нас должна идти, мы подхватываем 2 дольки первой петли. Далее мы подхватываем 2 дольки, то есть откуда вышла у нас с верхнего полотна, откуда вышла игла, вернее ниточка, мы подхватываем сюда, вводим иглу и подхватываем следующую петлю. 2 дольки подхватываем первой и второй петли. Далее у нас идет вторая петля, мы подхватываем 2 дольки петли. То есть у нас должно получиться продолжение лицевой петли на спинку. И следующую опять 2 дольки подхватываем. Это уже второй и третьей петли. 1 дольку со второй петли от края и третьей 1 дольку подхватываем. И соединяем. Здесь мы подхватываем целую петлю, вот как она идет, лицевая, 2 дольки петли. Здесь опять дольку с одной петли и дольку с другой петли. Здесь 2, вот одна идет лицевая петля, мы 2 дольки целой петли подхватываем, чтобы оно шло, как бы продолжением было. Мне соединять плечи больше нравится этим способом. Не такой толстый шов получается и более аккуратней смотрится. Так, мы соединили одно плечо. Кстати, этот метод у нас есть на нашем YouTube канале. Ссылочку вы найдете в описании. Конец нити я его никуда не убираю, а просто оставляю. Он нам понадобится для того, чтобы пришить планку к горловине спинки. Второе плечо мы закрываем точно так же. Теперь, когда мы соединили плечи, мы теперь можем вязать планку. Планку мы вяжем с левой полочки, длину, чтобы она у нас выложилась до центра, и с правой полочки по горловине спинки до центра. Планочку вяжем уплотненной резинкой, продолжаем вязать на ширину ростка, то есть горловина по спинке. Итак, мы связали планочку, вот ее прикладываем к спинке до центра и эта часть до центра. Теперь нам нужно соединить планочки между собой. Для этого ниточку я оставляю чуть-чуть подлиннее, обрезаю, и вторую. Этими ниточками мы будем соединять планочку. Соединять мы ее будем тоже по принципу петля в петлю, как мы соединяли плечи. Только единственное, мы собираем здесь, стыкуем кромочные и лицевые петли с лицевой стороны. Сейчас мы этим и займемся.
Протянули в кромочную петлю. И теперь подхватываем кромочную и лицевую петлю. Далее мы подхватываем кромочную и одну дольку с лицевой петли. Протягиваем. Далее вторую дольку с лицевой петли на нижней части и следующую лицевую петлю, правую дольку, подхватываем, протягиваем. Далее на верхней части левую дольку лицевой петли и правую дольку лицевой петли. Дальше продолжаем точно так же, подхватывая по одной дольке с соседней лицевой петли. Лицевая сторона готова. Теперь мы переворачиваем спицы на изнаночную сторону, достаем их. И с изнаночной стороны мы подхватываем лицевые петли. На одну спицу и вторую спицу оденем петелечки на нее. И дальше продолжаем закрывать уже лицевые петли. Они здесь у нас без изнаночных идут, так что можно уже немножко убирать. Так, одна сторона готова. И ниточку закрепляем и оставляем пока. Теперь эту ниточку, которая у нас осталась от второй части, тоже мы ее закрепим и уберем. Мы соединили по центру, совмещаем центр спинки, центр планки, и мы оставляли ниточку от соединения плечей. И теперь этой ниточкой мы будем продолжать соединять планку с горловиной спинки. Подхватываем дольку от закрытия петель с одной стороны и с другой. Со стороны спинки и со стороны планки. Ну, количество петель у вас может не совпасть, поэтому здесь нужно прикладывать так ровненько, как получается, и просто пришивать. Мы уже собрали его, у нас осталось связать рукава. Для того, чтобы связать рукав, нам нужна мерочка, длина руки. Так как у нас Т-образный рукав, то есть модель со спущенным плечом, и мы вязали без проймы, поэтому я всегда меряю длину рукава от 7-го шейного позвонка, то есть это самая выступающая косточка на шее. И для этого я спинку сложила пополам, для того, чтобы у нас центр определить. И от этой точки я меряю, сколько у меня до края. Вот у меня получается 25 сантиметров. Итак, теперь длина рукава от 7-го шейного по моим меркам это 76. 76 мы отнимаем 25, то есть как бы продолжение рукава. И получаем мерку 51 сантиметр. То есть длина рукава у нас должна быть 51 сантиметр. Теперь можно 51 сантиметр по готовой спинке отметить. Отметили. И теперь от резиночки до иголки у нас получается 46 сантиметров. Можно посчитать раппорты, а можно просто умножить на нашу плотность.
То есть у нас в 1 сантиметре 3,2 ряда. Итак, мы 46 сантиметров умножаем на 3,2. И мы получаем 147,2. То есть можно округлить, и это будет 150 рядов. То есть от резинки до конца рукава у нас получается 150 рядов. Дальше мы определяем ширину рукава внизу нам надо и ширина рукава вверху. Внизу у нас есть мерка 16 сантиметров. Это обхват запястья. Вот здесь вот. Но так как у нас будет манжетик немножко выше, я просто приблизительно смотрю, какой ширины я хочу сделать, чтобы он был более широкий или более уже. Вот меня устраивает 24 сантиметра. Значит, 24 сантиметра мы умножаем на нашу плотность 2,05. Это приблизительно получается где-то около 50 петель. 24 сантиметра умножаем на нашу плотность по горизонтали. Это получается где-то 48-49. Я добавляю и округляю до 50. И плюс 2 кромочные. Вот это мы будем начало рукава. Значит, манжеты мы набираем на один рукав 50 плюс 2, 52 петли и вяжем ширину манжета. Чтобы вам было легче, я сделаю в половинном размере рукав и вам буду рассказывать в половинном, чтобы вам было проще считать. Вторая половина делается в зеркальном отображении. Значит, здесь у нас получается 50 на 2, 25 петель на половине. Дальше, обхват руки вверху у меня 30 сантиметров. Так как у нас более свободная модель, я хочу дать прибавку там 7-8 сантиметров. Я думаю, этого будет достаточно. Сделаем 37, пускай будет сантиметров. 37 сантиметров. 37 сантиметров это целая ширина рукава. Так как мы в половину делаем, мы делим пополам. Это получается 18,5. Я возьму 18 сантиметров половины рукава. 18 сантиметров мы умножаем на нашу плотность. И у нас получается 36,9. То есть 37 петель это половина нашего рукава. И плюс 2 кромочные. Кромочная, так как она идет у нас снизу до верху, ее мы не будем брать во внимание. Значит, у нас здесь будет 37 петель. Для того, чтобы вот здесь внизу, когда мы соединяем рукав, чтобы не было больших сборок, я всегда в таких рукавах делаю скос. Практически такой, как мы делали скос в спинке. То есть головка рукава будет идти не по прямой, а немножко под углом. Он обычно делается 2-3 сантиметра. Если сильный скос, можно сделать и 4. Мне хватает 3 сантиметра здесь пустим. Если на нашу плотность мы умножаем на 3,2, то это где-то получается около 10 рядов. Значит, вот это вот скос 10 рядов. Так как у нас весь рукав 150 рядов, мы отнимаем эти 10. И получается вот эта вот часть до скоса у нас 140 рядов. Далее, сделав последнее прибавление и сразу начать делать скос, это как бы не очень так удобно и смысла просто никакого. Поэтому здесь можно ряда 4 просто провязать прямо. Значит, 140 отнимаем 4, у нас получается 136 рядов. Итак, вот этот скос по рукаву у нас 136 рядов. Теперь 37 петель мы отнимаем 25 петель. То есть ширина вверху сколько петель, отнимаем количество петель внизу 25. Получается, что за 136 рядов нам нужно убавить 12 петель. Как их рассчитать?
через какое расстояние делать. Я обычно это делаю так. Количество общих рядов 136 делю на 12. Итак, 13, 1, 12, 16 минус 12, тоже по одному, получается 4. Итак, 4 раза по одной петле в каждом 12 ряду. То есть это у нас получается 12 на 4, 48 рядов. Далее от количества убавляемых петель 12 отнимаем 4. У нас получается 8. И 8 раз по одной петле в 11 ряду. Получается 88. Если мы складываем две вот эти цифры, 48 и 88, мы в итоге получаем 136 рядов. Итак, приступаем к вязанию рукава. Вяжем сразу 2 рукава вместе от 2 клубков. С одного клубка набираем 50 петель плюс 2 кромочные. И со второго клубка на эти же спицы 50 петель плюс 2 кромочные. И вяжем ширину манжета такую, какая у нас была в спинке и в полочке. Такое же количество рядов. Итак, 2 манжета связано с разных клубков. Заканчиваем вязание на изнаночной стороне. В раппорте нашего узора должно быть, для симметрии добавляем петлю, должно быть нечетное число, а мы набирали 50 петель, не считая кромочных. Поэтому мы провязываем изнаночными 25 петель, делаем перекрещенную петлю, то есть перекрещенный накид, и вяжем следующие 25 петель. И то же самое повторяем во втором рукаве. Мы провязали изнаночный ряд и переходим теперь к узору первого ряда. Прибавочная петля, это получается центр рукава, это вот наша петля. По каждую сторону от этой петли можно отсчитать раппорт, поставить маркер и с другой стороны сделать то же самое, потому что у нас тут 25 петель, а в раппорте у нас 22 петли. И прибавление мы делаем по краю, чтобы не путаться. Когда мы прибавляем петли, мы их постепенно вводим в рисунок. Если вам сложно это делать, если вы только начинающий и не можете это рассчитать, как правильно сделать, чтобы убавления сочетались с прибавочками, то есть с накидами в узоре, то можно сделать просто 2 раппорта по центру рукава и края сделать просто лицевыми петлями, если вам это будет проще. Мы выяснили, что у нас идет 4 раза по одной петле в каждом 12 ряду. Теперь мы вяжем 12 рядов узора и будем делать прибавку. Как делать прибавки в рукаве? Я провязала 11 рядов, прибавочка у нас идет в 12 ряду. Кромочную снимаю, провязываю одну петлю. Теперь делаю просто перекрещенный накид. И дальше продолжаю вязать. Такие прибавочки делаются по обе стороны рукава, левого и правого. Напоминаю, что прибавки делаем мы 4 раза в 12 ряду и 8 раз в 11 ряду. Теперь делаем прибавку с другой стороны рукава, то есть не довязываем кромочную и одну петлю и опять делаем перекрещенный накид. Дальше продолжаем вязать. Один рукав, второй рукав мы начинаем тоже кромочная, одну петлю провязываем, делаем перекрещенный накид, это прибавка, и такое же мы сделаем в конце ряда с другой стороны рукава.
Мы провязали 140 рядов до нашего скоса, и сейчас по рукаву мы делаем скос. Скос у нас составляет 10 рядов, то есть 5 лицевых рядов и 5 изнаночных. Убавлять мы будем с одной стороны, с лицевой, в изнаночном ряду с изнаночной стороны. То есть получается 5 раз. В половине рукава у нас тут 37 петель, надо убрать их за 5 раз, то есть в 5 приемов. Это получается по 7 петель, и последнее убавление будет 9 петель. Делается точно так же, как мы делали в плечевом скосе по спинке и полочке. Итак, закрываем 7 петель. Семь петель закрыли и продолжаем вязать до конца ряда. Так как мы вяжем 2 рукава вместе, во втором рукаве мы проделываем то же самое. Вначале закрываем 7 петель. Продолжаем вязать до конца ряда. С изнаночной стороны закрываем вторую часть рукава. Тоже закрываем 7 петель. И продолжаем вязать до конца ряда. Во втором рукаве мы повторяем. 4 раза по 7 петель мы убавили, и у нас остается до центра по 9 петель с каждой стороны. Теперь мы закрываем по 9 петель с каждой стороны рукава. Теперь с изнаночной стороны закрываем петли. Закончили, все петли закрыты. Теперь обрезаем ниточку. Один рукав у нас уже готов. И то же самое мы закрываем последние петли во втором рукаве. Мы связали 2 симметричных рукава, закончили вязание на центральной петле. И теперь нам осталось их сметать лицевой стороной вовнутрь, поутюжить и сшить готовое изделие. Итак, теперь нам нужно соединить рукава с полочкой и спинкой. Мы находим центр изделия на рукаве. Это наша центровая петля, где мы закончили закрывать петли. И соединяем его с плечевым швом. И закалываем булавочкой. Теперь рукав прикладываем к части изделия. Это у меня полочка получается. Так, чтобы немножко рукав был в натяжечку, а полочка немножко как бы была более свободна, чтобы при соединении у вас рукав не получился с борочками. И тоже заколем булавочкой. Закрывать мы будем
от клубка соединительными столбиками крючком. Для этого делаем петлю. Подтягиваем. Теперь берем кромочные петли, прокалываем крючок и первую петлю, получается, в кромочную, где мы начинали закрывать, и крючок петлей протягиваем. Так мы закрепили ниточку. И далее кромочную петлю вот подхватываем 2 дольки и прокалываем под закрытыми петлями в первый, то есть это будет уже в последний ряд перед закрытием. Протягиваем петлю на крючок и еще раз. То есть мы делаем соединительный столбик. Здесь уже можно иголочку убрать. И теперь, выравнивая наши рукава и часть полочки, и продолжаем соединять. Главное здесь захватить 2 дольки кромочной петли и проколоть напротив них в рукав. Здесь может получиться так, что у вас кромочные петли и петли на рукаве, петли закрытия, могут не быть симметричными. Поэтому вы прокалываете, как прокалывается крючок, прямо. Сильно старайтесь не затягивать, чтобы не стянуть. И так продолжаем соединять. Так, мы дошли до центра. Теперь мы смотрим, на каком участке рисунка мы начали пришивать рукав. И такой участок мы находим на спинке, чтобы рукава были ровно пришиты на одинаковом расстоянии от плечевого шва. Теперь этот участочек мы закрепляем, край рукава, и продолжаем соединять. Второй рукав мы пришиваем на одинаковом расстоянии от плечевого шва вниз. Вот на каком месте у нас здесь пришивается рукав начала, на таком же месте он должен пришиваться и с другой стороны. Соединяем и соединяем центр рукава с плечевым швом. Теперь нам нужно соединить боковой шов, спинку с полочкой. Будем делать точно так же, как мы соединяли рукав. У нас от наборного края остался конец нити. Так как мы закрываем крючком от клубка, нам нужно соединить эти 2 конца. Как я это буду делать? Нитка от клубка я накладываю на край нити, который у нас остался от наборного края. Огибаю нитку 1 раз, огибаю 2 раз. У нас получилось двойной перегиб. Теперь в правой руке конец нити я накладываю на левый конец и тоже 2 раза огибаю. 1 раз, 2 раз. И теперь затягиваю узел. Как видите, он прочный получился. И лишние края обрезаю. И теперь можно соединять. Здесь при соединении мы подхватываем кромочные петли с одной части и кромочные петли с другой части. Здесь они у нас должны быть одинаковые, на одном уровне. И точно так же закрепляем, как мы закрепляли рукава, соединительными столбиками. Вторую сторону делаем по такому же принципу. Закрепляем таким образом до начала пришивания рукавов.
Рукав мы начинаем снизу и проходим по внутреннему шву и должны встретиться в месте пришивания рукавов с изделиями. Итак, мы довязали жакет, собрали, поутюжили. Теперь нужно пришить пуговицы. Выкладываем планочка на планочку. С петельками планочка идет сверху. Выравниваем рисунок, чтобы он был симметричен. Уравниваем низ и место, где мы начинали делать мыс, чтобы они совпадали на левой и на правой полочке. Дальше отмечаем место пришивания пуговиц. Итак, раздвигаем петелечку и по центру отмечаем петлю, на которой будет держаться пуговица. Пуговицу лучше пришивать, немножко сдвинув от центра к основному изделию. Итак, мы наметим каждую пуговицу. Пуговицу нужно пришивать по одной линии. И для верности можно посчитать количество лицевых петель между местами пришивания пуговиц. В вязаных изделиях я стараюсь на планочке под пуговицу с изнаночной стороны пришивать прозрачную. Так она не будет оттягивать в полотно, будет прилегать плотненько. Итак, я подхватываю петелечку, закрепляю ее, вывожу наизнанку. И с этой стороны прикрепляю пуговицу прозрачную. Теперь пришиваем основную пуговицу. Так как у меня пуговица без ножки, я ее плотно не буду притягивать к полотну, а сделаю на небольшой ножке, чтобы она свободна была. Теперь у нас есть небольшое пространство между пуговицей и планкой, и мы обовьем несколько раз вокруг, и у нас получилась ножка. И теперь закрепляем ее. Итак, пуговица пришита на небольшой ножке. Так мы пришиваем все пуговицы. Мы закончили жакет. Он получился с цельновязанной планкой, мысик, спущенный рукав и красивым узором. В общем, я жакетом довольна. Ну что ж, идем мерять. Надеюсь, мастер-класс вам понравился и у вас все получилось. Изделие в длину вышло 55 сантиметров от 7 шейного. Длина рукава от плечевого шва 51 сантиметр. Сюда входит ширина манжета 5 сантиметров по рукаву и по низу изделия. Мы научились делать расчеты ширины и длины изделия, плечевые скосы и скосы по рукаву, а также V-образный мыс с цельновязанной планкой и вертикальными петлями под пуговицы. Кроме этого, мы научились сделать два вида соединения деталей. Это петля в петлю и соединение крючком с соединительными столбиками. Если вы хотите связать такой жакет из другой пряжи, либо другим узором, вам в любом случае нужно связать образец, постирать его, сделать влажно-тепловую обработку и потом только производить расчет. Хочу напомнить, если вы вяжете одежду по нашим мастер-классам, фото готового изделия вы можете выкладывать в Instagram с хэштегом CandyYardMK. Фото ваших работ мы обязательно покажем в наших следующих видео. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. Всем пока. Сладких вам петелек.